Всем добрый день! Я сегодня буду показывать, как связать вот такой вот квадратик. Из таких квадратов, вы видели, у меня была связана сумочка, чехлы для телефона. Эти же квадратиками можно декорировать или полностью этими квадратиками связать какое-то изделие плечевое, допустим. У меня этот квадрат связан из мерсеризованного хлопка с толщиной нити 250 метров в 100 граммах. Квадрат у меня по ширине 6 сантиметров. Похожие квадраты в интернете есть, такого я не видела. Я немножечко переделывала его под себя. Мне такой квадрат нравится для каких-то аксессуаров в большей степени, чем для вещей. Для вязания этих квадратов я буду использовать крючок номер 3. Итак, для начала нам нужно набрать цепочку из воздушных петель. Их должно быть всего 6. Делаете первую наборную петлю так, как вы привыкли, так, как вам удобно. И провязываем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Подхватываем пальцами нашу косичку из воздушных петелечек, вводим крючок в первую петлю и делаем соединительную, проведя крючок через 2 петли. Первый ряд нашего квадратика будет состоять из 16 столбиков с одним накидом. Вместо первого столбика мы делаем 2 воздушные петли подъема. И по высоте эти 2 воздушные петельки равняются одному столбику с одним накидом. Дальше мы делаем накид на крючок, заводим крючок внутрь. Нить, хвостик я прокладываю сразу же по кольцу, для того, чтобы его потом не заправлять. Завожу крючок внутрь колечка, вытягиваю петлю, провязываю петлю и накид, провязываю 2 петли на крючке. У нас провязан второй столбик. Накид, в кольцо петля, петля и накид, 2 петли на крючке. Третий столбик, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Для того, чтобы замкнуть кольцо в круг, я поступаю таким образом. Вот у меня идет первые 2 петли подъема, как первый столбик, и в третью петелечку, под третью петлю, под обе полупетли я завожу крючок, вытягиваю петелечку и провожу ее сразу, делая соединительную петлю. Таким образом у меня колечко замыкается в круг. Второй ряд нашего квадратика будет состоять из вот таких вот блоков пышных столбиков, из 4 штук по 4 сторонам квадрата. И каждый блок состоит из 4 пышных столбиков. 4 блока по 4 столбика. Между ними мы будем провязывать 3 воздушные петли. Между столбиками 1 воздушная петля. Итак, для второго ряда я вытягиваю петлю на высоту столбика с одним накидом. Делаю накид на крючок, завожу в первую же петлю крючок, вытягиваю петлю на высоту столбика с одним накидом, 2, 3, провязываю все петли на крючке, делаю закрепляющую петлю, воздушная петля. Следующую петлю повторяем то же самое: накид на крючок, 1, накид, 2 петля, накид, 3 петля, провязываем пышный столбик, провязываем 2 петли, делаем воздушную петлю между столбиками. Еще раз: 1, 2, 3. Провязали пышный столбик, провязали 2 петли,
воздушная петля. И последний пышный столбик из 3. Раз, два, три. Пышный столбик, 2 петли на крючке. И теперь делаем 3 воздушные петли. Раз, два, три. Делаем эти 3 воздушные петли для перехода к следующему кластеру из 4 пышных столбиков. Провязав 3 воздушные петли, мы переходим к следующей группе из 4 пышных столбиков и провязываем первый пышный столбик в следующую же петлю основания предыдущего ряда. Делаем накид на крючок и провязываем. Раз, два, три. Провязываем пышный столбик, провязываем 2 петли на крючке, делаем воздушную петлю. Так же, как в предыдущем моменте из 4 пышных столбиков, между пышными столбиками делаем по 1 воздушной петли. В уголочках делаем 3 воздушные петли. Раз, два, три. Второй пышный столбик, воздушная петля. Раз, два, три. Третий пышный столбик провязываем 2 петли воздушные и 4 пышный столбик. Раз, два, три. Провязываем пышный столбик, 2 петли на крючке и 3 воздушные петельки. Хочу обратить ваше внимание на то, что у меня вот этот квадрат вяжется немножечко иначе, чем был связан этот. Для того, чтобы показать вам, как можно разнообразить. Можно вот здесь, вот в этом вот месте, видна разница. Этот квадрат у меня связан пышными столбиками между столбиками. Я заводила крючок предыдущего ряда. Этот квадрат связан под 2 дужечки столбика предыдущего ряда. Вы можете увидеть отличия, посмотреть, как вам больше нравится, и вязать такие квадратики, которые вам будут больше нравиться. Специально вяжу немножечко иначе, для того, чтобы вам показать, какими они могут быть в принципе. Итак, этот квадрат я вяжу под обе дужки, которая находится, петелечка такая, над столбиком предыдущего ряда. Провязываю. И у нас получается более очерченная эта линия. Вот этот квадрат я вязала иначе. Я вязала в место, которое находится между столбиками. Вот таким вот образом. И тогда это получается такой как бы цельный цветочек без вот этого вот разделения. Смотрите, как вам больше нравится, и так и вяжите. Я продолжаю вязать, так как начала вязать этот квадрат. Естественно, в одном изделии лучше, наверное, чтобы все квадраты были одинаковыми. Хотя, не знаю, это мое субъективное мнение. А вы можете делать так, как вам нравится, так, как вам подсказывает ваше чувство прекрасного. Итак, я провязываю 3 столбик пышный из 3 группы столбиков. Раз, два, 3. И опять же можно делать пышные столбики из 3, можно делать пышные столбики из 4. Если вы будете провязывать 4 накида, вытягивать 4 петельки, они будут более объемные, более выпуклые. Но вы должны понимать, что если это у вас большое изделие, то этим вы будете его утяжелять. Во-первых, будет больше расход пряжи. И второй момент, что он будет, ваше изделие будет более объемным. Нужно ли вам это? Думайте сами. 3 столбик, 2 петли вместе, воздушная петля и последний. Раз, два, 3.
2 петли вместе, 3 воздушные петли, мы их соединяем в круг, заведя крючок под 2 дужечки, петелечки, которые находятся над первым пышным столбиком, делаем соединительную петлю. Для провязывания третьего последнего ряда мы для начала должны понимать, будет это у нас просто одиночный мотив, или мы будем делать изделие и присоединять квадраты в процессе вязания один с другим. Если это у нас одиночный мотив, мы должны перейти в центр между первым и вторым пышным столбиком, сделать столбик без накида. Дальше делаем 3 воздушные петли, провязываем столбик без накида между вторым и третьим столбиком, 3 воздушные петли, столбик без накида между третьим и четвертым столбиком. Для провязывания уголочка квадрата мы должны провязать в арку из 3 воздушных петель 5 столбиков с одним накидом, первый, второй, третий, четвертый, пятый. Затем мы делаем 3 воздушные петли и провязываем еще 5 столбиков с одним накидом. Первый, сюда в эту же арочку, второй, третий, четвертый и пятый. Это раппорт узора в третьем ряду. Дальше мы бы продолжали столбик без накида, 3 воздушные петли, столбик без накида, 3 воздушные петли, столбик без накида, 5 столбиков с одним накидом, 3 воздушные петли, 5 столбиков с одним накидом в арку из 3. Но для того, чтобы нам присоединять один квадрат к другому, начало у нас будет точно таким же, как я вам показала. Столбик без накида, 3 воздушные петли, столбик без накида, 3 воздушные петли, столбик без накида, 5 столбиков с одним накидом, но вместо 3 воздушных петель мы должны провязать всего лишь одну воздушную петлю и затем присоединяемся к следующему квадрату. Вводим крючок под арочку из 3 воздушных петель, вот сюда вот в арку, подхватываем рабочую нить и делаем соединительную петлю, подтягиваем, делаем еще одну воздушную петлю и провязываем следующие 5 столбиков с одним накидом в арку из 3 воздушных петель. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Столбик без накида между первым и вторым пышным столбиком, 1 воздушная петля, заводим крючок в арочку из 3 воздушных петель, подхватываем рабочую нить, протягиваем через петлю, делая соединительную, воздушная петля, столбик без накида между вторым и третьим пышным столбиком. Не забывайте подтягивать немножечко петелечки, чтобы они были одинакового размера. Воздушная петля, заводим крючок в следующую арочку из 3 воздушных петель, соединительная, прикрепились, воздушная петля, столбик без накида между третьим и четвертым пышным столбиком. Видите, я вот так вот подтягиваю, чтобы петли на крючке были одинаковыми, делая такие движения рукой, как будто. Провязываем 5 столбиков с одним накидом, первый, второй, третий, четвертый, пятый,
воздушная петля, заводим крючок в уголочек, делаем соединительную петлю, воздушная петля. По одной стороне наши квадраты соединены. Дальше делаем обвязку просто по кругу. Если бы у нас нужно было присоединиться к полотну, допустим, у нас бы лежали уже этот квадрат, и у нас бы здесь была связана полоса, допустим, или вот таким вот образом уже был бы рисунок, то нам нужно было бы соединить одну сторону и вторую, если бы у нас здесь уже были связаны квадраты. Тогда мы здесь сделаем уголочек присоединения, со следующим квадратом делаем 2 присоединения в уголочек к следующему, и потом делаем обвязку. У меня первый столбик с одним накидом, второй, третий, четвертый, пятый. Столбик без накида между первым и вторым пышным, 3 воздушные петли, столбик без накида между вторым и третьим пышным столбиком, 3 воздушные петли, столбик без накида между третьим и четвертым, 5 столбиков с одним накидом, 4, 5, 3 воздушные петли, еще раз 5 столбиков с одним накидом, 2, 3, 4, 5, столбик без накида между пышными столбиками, 3 воздушные петли, столбик без накида между следующими пышными столбиками, 3 воздушные петли, столбик без накида между следующим, между третьим и четвертым столбиком, 5 столбиков с одним накидом в уголочек под 3 воздушные петелечки, под арочку, 3 воздушные петли, 5 столбиков, 1, 2, 5 столбиков с одним накидом в арку, 4, 5, можно провязать соединительный с петлей, но я обычно делаю не так. И закрепляющую петелечку я обычно обрезаю нить, вытягиваю нить, беру крючок чуть тоньше, и вот сюда, вот в это место, там, где у нас был столбик без накида, у нас есть петля. Вот сюда, под эту петлю завожу крючок, протягиваю рабочую нить. Теперь завожу крючок в петлю, из которой выходит нить, снизу вверх. Захватываю кончик, вывожу его на изнаночную сторону. У нас получается непрерывная цепочка. Вот здесь, в этом месте, она будет не видна. Дальше закрепляю хвостик, делаю уже узелочек, подтягиваю, делаю узелочек, затягиваю и завожу хвостик. Можно это делать крючком. У меня вот есть вот такой вот крючок с язычком. Мне этим пользоваться удобнее, чем крючком. Захватываю рабочую нить, закрываю язычок, и тогда у меня нить, сам крючок не цепляется внизу, внутри мотива. Это намного удобнее. Для того, чтобы хвостик ваш не выпутался в процессе носки,
Я делаю несколько закреплений. Завожу опять крючок сюда. Вот у меня нить вышла. Вот здесь. Следующее, мне нужно ее завести на одну петелечку или две. Дальше. Как бы шов назад как будто делаю. Подхватываю. Закрыла язычок и провожу обратно. Это можно сделать иглой, чем угодно. Если вы сделаете несколько таких вот шов назад, как будто иголочкой, у вас эта нить уже никуда не выпутается. Вот таким вот образом соединяются квадраты. Посмотрите еще раз, какие именно квадратики вам больше нравятся. Там, где пышные столбики провязаны между столбиками с одним накидом. Или там, где столбики пышные провязаны под обе дужечки в петелечку, которая идет над столбиком с одним накидом. Они выглядят немножко иначе. Посмотрите, что для вас интереснее выглядит, симпатичнее. И так и вяжите. Всем спасибо за просмотр. Приятного творчества. Надеюсь, мастер-класс будет для вас полезен, интересен. Вы свяжете прекрасные вещи из таких квадратов.